Сейчас наведем красоту. Боулинг — это да, там можно все ногти оставить. Всем большой привет, меня зовут Светлана, добро пожаловать на канал. Это руки моей постоянной клиентки, маникюру 5 недель, ногти переношены и вследствие 2 ногтя потеряны. На большом пальчике большая трещина. Я снимаю старое покрытие керамической фрезой с синим поясом. На ногтях была камуфлирующая база, а под ней тонкий слой каучуковой базы. Вот этот слой базы я стараюсь оставить, а камуфлирующую базу снимаю полностью. Далее пилкой 150 грит оформляю свободный край. Клиентка попросила сделать мягкий квадрат. Вот есть мягкий квадрат, а нам нужен очень мягкий квадрат, но не овал. Также пилкой прохожусь по ногтю, сглаживаю неровности после фрезы и вздыбливаю чешуйки на отросшей части ногтя. Подготовила все ногти и перехожу к маникюру. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Ни для кого это уже не новость, что качественный маникюр напрямую зависит от того, как мы отлепим и приподнимем кутикулу. Маникюр буду выполнять аппаратный. Фрезой пламя с красным поясом, диаметр 0,23. Вычищаю птериги и обрабатываю боковые валики. На большом пострадавшем пальчике также выполняю маникюр, несмотря на то, что здесь предстоит нарастить ноготь. Наращивать буду я на верхние формы, выкладывая акригель до середины ногтя. Поэтому риск испортить свежий маникюр или поранить кутикулу пилкой исключен. Сейчас идут клиенты с очень сухими руками, поэтому фрезой приходится работать более тщательно. После того, как я обработала кутикулу в одну сторону, я переключаю реверс и прорабатываю вторую сторону. Здесь я немного ускорила видео. Обязательно смахиваю пыль щеткой, чтобы видеть, где и что пилить. Не переключая реверс, приподнимаю кутикулу и выворачиваю ее для среза шаром. Шаром 4 мм с красным поясом нахожу, скажем так, хвостик кутикулы и начинаю снизу поддевать его. Стараюсь шар не ставить прямо на срез, в таком случае кутикула у меня заглаживается, а ставлю чуть ниже и упор делаю не на живую кожу, а на сухую каемочку, которую вывернула пламенем. Хочу рассказать больную на сегодняшний момент для меня тему – это посещение маникюра клиенток с детьми. Одно дело, когда у вас предусмотрен игровой уголок, или же вы заранее обговорили присутствие детей на процедуре. И другой момент, когда клиентка пришла с маленьким ребенком без предупреждения, будь то на маникюр, стрижку, наращивание ресниц или депиляцию, неважно. На днях со мной произошла такая ситуация. Девушка записалась на маникюр, и к назначенному времени она приходит с 3-летним ребенком. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Потому как до этого момента, если меня спрашивали, можно ли прийти с детьми, я отвечала, что занять у меня их нечем, и следует выбрать другое время, когда посещение будет возможным без детей. На мое возмущение, что вы не предупреждали, что будете с ребенком, она ответила: я отвела младшую к маме, а этот просто не захотел. То есть у нее была возможность оставить на пару часов детей маме. Но она все же подумала, что можно одного из них взять с собой. Клиентка на пороге спросила, есть ли у меня Wi-Fi и что без него ребенок сидеть спокойно не будет. Сейчас я понимаю, что нужно было сразу развернуть ее и отказать в услуге. Но на тот момент я не знала, как реагировать на такую ситуацию и начала звонить мужу, чтобы узнать пароль от Wi-Fi. В итоге телефон ребенку абсолютно не нужен был, как и мультики, которые я включала на ноутбуке, ведь вокруг столько всего интересного. К слову, у меня в кабинете нет дивана или кресла, кроме педикюрного, куда можно было бы посадить ребенка и дать ему телефон. И в результате он стал бегать по всем комнатам, открывать-закрывать двери, играть с жалюзи, дергать фонарики на окне, открывать все ящики. При этом мама вела себя совершенно спокойно, пока он не залез на педикюрное кресло и не шлепнулся оттуда. Она давая его поднимать. Потом ребенок закрылся в ванной, где у меня работал сухожар, где сушились острые инструменты, где стоит ультразвуковая мойка с дезраствором и в конце концов, где стоят сами концентраты для дезинфекции. Мама это, конечно же, все видела, когда мыла руки перед процедурой.
Я сделала маме замечание, что ребенку там находиться небезопасно, ведь он может обжечься, порезаться или еще чего хуже отравиться. Мама тут же подскочила, побежала стучать в дверь, чтобы высвободить ребенка из этой ужасной комнаты. В общем, дело закончилось тем, что я сделала маникюр с покрытием за рекордно короткий для меня срок – 1 час и 20 минут. И по результату получила разгромленную комнату. Ну а потом уже, когда их проводила, я заметила, что он все-таки добрался до ультразвуковой мойки и сломал крышку от нее. Она открывалась с кнопочки. Сейчас она даже не закрывается. В такой ситуации я оказалась впервые, и, конечно же, следующая встреча с этой клиенткой у нас не состоится. Пишите, были ли у вас такие ситуации и как вы поступаете, если клиентка приходит с ребенком без предупреждения. Вообще, обязательно ли иметь игровой уголок, если услуга оказывается на дому? И да, я забыла сказать, что эта клиентка была впервые у меня, но она уже была у моей коллеги, которая работает со мной в одном помещении. То есть клиентка знала, что ни игрушек, ни стола со стульчиком, ни других развлекалок для детей у нас нет. Хотелось бы послушать ваше мнение по этому поводу. Тем временем я нарастила недостающие ногти полигелем на верхние формы. К сожалению, этот момент я не сняла. И нет, это не та клиентка, это моя постояшка, здесь все в порядке. Клиентка выбрала красный оттенок гель-лака. Выкрашиваем все ногти, кроме безымянных пальчиков. На безымянном пальце у нас будет слайдер-дизайн. Но чтобы дизайн не выглядел банально, я решила немного его обыграть. Выкрашиваю 1/3 ногтя тем же гель-лаком в 2 слоя и сушу в лампе. Далее мы выбрали вот такой интересный слайдер. Крепить его можно на липкий слой от базы и гель-лака. Но удобнее все же промазать еще одним слоем базы и, не просушивая, нанести слайдер, чтобы была возможность его подвигать. Так как фрагмент слайдера большой, то уложить его необходимо на весь ноготок максимально близко к кутикуле. Когда меня устраивает, как лег слайдер, сушу ноготок в лампе. На второй руке выполняю все то же самое. Мне очень нравится такой способ выполнения дизайна ногтей, когда ты не заморачиваешься, что и с чем сочетать. Получается очень быстрый, интересный экспресс-дизайн. Кстати, вот такой рисунок можно сделать и с темпингом, а потом уже сверху приклеить какие-нибудь слайдеры. Тоже будет интересно. Мне остается только покрыть ногти топом. Делитесь своим мнением про ситуацию на маникюр с детьми. Мне будет очень интересно почитать. И в завершении пилкой придаю четкости торца. Вот такой маникюр сегодня мы с вами выполнили. Если видео было полезным, ставьте класс. Для меня это очень важно. А с вами была Света. Всем красивых ноготков. Пока-пока.